Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, система адаптивного восстановления. В данном случае речь идет о том, что когда некое управление совершается, предположим, и нужно адаптироваться к какой-то ситуации, то необходимо, чтобы данная адаптация, например, в плане, например, восстановления, в плане дальнейшего действия, была, в любом случае произведена. То есть нужно иногда быстро производить адаптацию к каким-то явлениям реальности, чтобы взять управление фактически на себя. И в связи с этим получается, что вот именно система адаптации часто подразумевает быстроту реакции. То есть если человек, например, имеет какую-то необходимость сверхбыстрой реакции на реальность, то получается, что данная реакция должна обязательно совершиться таким образом, чтобы он цель управления, прежде всего, например, реализацию вечного развития, выполнил. И в связи с этим получается, что любая информация, которая возникает в этом случае перед человеком, даже если она очень какая-то дифференцируется как проблемная информация, она должна быть такой, что сам человек должен находиться все время в условиях нормы фактически, то есть, что бы вокруг него ни происходило, он практически все время должен быть в каком-то таком полюсе управления, что нормируется информация, которая находится как бы вне его, то есть он управляет событиями, и в том числе он управляет как бы самим собой. То есть управление такое, что адаптация как системный уровень, это есть некая постоянная норма в любых условиях. И в связи с этим получается, что человек должен выделить, прежде всего, спектр как бы внутренних, в общем-то, даже светореакций, так скажем, от себя. То есть есть область, которая, например, проблемна. Это может быть некая болезнь, это может быть просто какая-то проблема, как бы быстротекущая, Может быть, в принципе, не обязательно быстротекущая, какая-то стратегическая задача должна быть решена, но тем не менее он должен часто быстро очень адаптироваться и одновременно как бы восстановиться в случае, если есть некий внешний прессинг, А если это вообще некое воздействие каким-либо видом физическим, информационным и так далее, тогда получается, что система адаптации это уровень как можно более быстрой реакции, то есть он должен успеть среагировать, и более того, в условиях реакции часто же прогнозная фаза она определяется как система как бы внутренней реакции. То есть человек знает, что у него все хорошо, потому что он где-то глубоко внутри, в душе это точно знает, но не обязательно к этому обращаться. Часто нет времени у человека как бы проверять все время прогноз управления, потому что на это время еще теряется. То есть человек должен находиться все время в управлении, но должен находиться 100% системно. То есть смысл такой, что в любом случае, при любом стечении обстоятельств, он должен, находясь полностью даже в управлении, давать, в общем-то, самому себе где-то на внутреннем уровне, душе, например, стопроцентную гарантию того, что он преодолеет данную ситуацию. Он адаптируется, успеет как бы вывести управляющую систему и решить ситуацию. И в этом случае вот как раз-таки система, именно реагентного или такого быстрого, скоротечного адаптивного управления заключается в том, что объем информации, который как бы является, например, негативным, с точки зрения восприятия, этот объем информации, он должен быть таким, чтобы его скорость очень сильно увеличивалась. Тогда получается как бы такой простой процесс. Вот с точки зрения Бога, он находится в состоянии, например, покоя. Какие бы быстротечные вопросы ни шли, он же на определенном уровне всегда спокоен. И за счет того, что очень быстрая информация имеет другой вес, за счет этого получается, что как бы основные функции управления остаются незатронутыми, то есть именно целевые функции, где цель обязательно реализовывается. И получается, что, если обратите внимание, есть, предположим, перекати поле, или же одуванчики зреют, и получается, вот этот пух, он, собственно говоря, никоим образом не затрагивает землю. Вот, как бы примерно
вот такой принцип статика Земли, например, или там какого-то большого объекта, и какие-то более легкие системы. Вот на уровне весовых систем это примерно то же самое, вот как бы вес информации, если вот его почувствовать, примерно такое вот на уровне духа вот такое идет сравнение. То есть за счет высокой скорости информация становится более разреженной в бесконечной фазе. То есть закон такой, чем сложнее проблема, тем, ну, в общем-то, она может быть более сгруппирована, чем интенсивнее как бы, какая-то проблема давит на человека, тем она слабее в бесконечной фазе. Она же в этой точке давит. Вот по большому счету, вот само понятие, скажем, ну, зла некого или негативной информации, это всегда точная система. Зло там или негатив, он не может быть каким-то длинным, потому что мир как бы бесконечно имеет некую такую закругленную форму, все идет к Богу обратно, да, получается, что там не может быть именно макродеструкции. В принципе, там вообще на определенном удалении не может быть вообще какой-либо деструкции. То есть, исходя из этого, мы все знаем, там, понимаем душой, что вечное развитие, это бесконечное будущее, это реальность из этого. Просто из-за геометрии даже оптики это можно увидеть. И исходя из этого, видно, что вот чем более как бы растянута система внешнего некого негативного действия, я все время вот все-таки крайнюю такую некую систему рассматриваю в данном случае, вот в данной части лекции, что мы имеем дело все-таки с неким негативным или там крайне негативным, если хотите. Здесь уже понять негатива не принципиально, какой формы негатив. Человек все равно должен быть жив, здоров, жить вечно. То есть, получается, форма, интенсивность негатива в принципе не имеет значения. То есть человек совершенно четко понимает, что он преодолевает структуру управления в любом случае, и вот эта информация, как бы она отдаляется, она минимизируется, становится точной и все. А когда он ее вводит в виде точки, то получается точка это как бы и корень, и каждая составляющая этой информации, и он ее распознает, то есть распознание образа наступает. Как только распознание образа наступило, система зафиксирована, то есть статика образа, откуда негатив, да, образ. И тогда нужно свойство любви, то есть сделать так, чтобы образ скомпенсировался в структуре, например, там, любви, то есть сбалансировать его, или же в структуре, ну, там, какого-то целевого управления, это зависит от ваших задач. Целевое, то есть просто вывести на нейтральном уровне восприятия, управления в область управляющей структуры, где этот объект, ну, балансируется, ну, например, там, вечно развивается. Мы же работаем в структуре вечности так, что любой объект выводим в структуру вечного развития, любой. Пусть он там самый там негативный, так скажем. И поэтому, как бы, исходя из этого, здесь технология вообще-то очень проста. Значит, достаточно большое количество внешнего как бы воздействия концентрируется в точку, а мы импульс закругляем и выводим в обычную системную структуру именно бесконечного развития. Получается, что путь у нас известен. Нам как бы вывести просто управление до этого канала, да, до некой точки, которую мы знаем. И получается, любое хаотичное управление мы выводим в точку управления. Так же делает и Бог. Он любую структуру любого управления выводит в точку, которая ему известна, и эта точка обладает всеми функциями. Ну, как бы в первом уровне он сам обладает всеми системами управления, но в принципе это как бы его фрагмент сознания. И он переносит свое собственное знание на, значит, какую-то систему, которая является управляющей, как только весь свет, как бы, да, событий или там сток событий, так называемый, возникает, попадает в эту точку как бы наиболее интенсивного свечения. То есть фактически система как бы получает некую внешнюю подпитку в виде созидательных знаний. Проще говоря, имеет знание, как дальше развиваться и быть созидательной, эта система. И когда она начинает попадать в такие условия, то, естественно, наступает замедление, синхронное замедление информации. Дальше идет фоновый уровень, и проблема фактически решена. Это, кстати, вот то, что я показал, это очень интенсивный механизм для противодействия каким-то воздействиям на организм, таким экстремальным. Там, например, токсикологическим, радиационным или там, механическим, любым, в принципе, да? Но или же при каких-то сложных там, заболеваниях, которые там хронические, вот, что здесь достаточно вот, можно четко рассмотреть, что значит, ну, хронический тип это значит некая нарастающая система, и она, в общем-то, конструирует, да, некое управление. Если у человека совершенно здоров, у него как бы не может быть в принципе хронических заболеваний, то у него возникает необходимость все-таки все равно иногда применять систему как бы экстремальной адаптации, чтобы не было некого воздействия, да, там,
случайного как бы характера. Или там злонамеренного характера, но в общем-то, которое сопоставимо с неким там нанесением вреда организму и так далее. Поэтому получается, вот, ну, кстати, как средство профилактики терактов. В случае, если такой человек, обладающий такой технологией, оказывается в объекте каком-то там, ну, например, там объект здание, машина, то получается, что вокруг него не происходит теракта, потому что он обладает функциями именно защиты. То есть, ведь он как бы формирует такое динамичное поле к другим людям, и фактически же у него задача не подпустить систему, ну, некого там террористического воздействия как бы близко к себе, да, и получается, что он все равно вынужден еще экстремально передавать в этом случае знания очень быстро. То есть, ну, может быть, естественно, не явно, он же с мегафоном, как правило, не будет ходить, а он должен как бы на уровне управления вывести, чтобы было сбалансированное управление, например, там, если это магазин или какое-то как бы культурно-массовое мероприятие, так скажем, тогда получается, что там, где много людей, он должен еще уметь передать вот эту адаптивную функцию управления всем. И вот здесь возникает задача как следующего характера. Он может выйти на как бы телепатический уровень, четко распознать, где есть уровень восприятия людей, то есть где люди понимают так же его мысль, как понимают слова. Вот где люди понимают так же мысль, как понимает звук, да, слова, там, как само слово. Звук слова — это все-таки другое понятие. Можно слушать звук и понимать душой, например, да, видя структуру именно гармоничного управления. В данном случае мы видим структуру гармонии, когда мы слушаем звук слова. А когда мы слушаем само слово, собственно говоря, там, что оно означает, мы видим больше логическую фазу управления. Ведь словом можно управлять по-разному, можно звуковой формой управлять, там, можно световой формой, можно оттенком слова управлять, то есть вибрационная или там световая характеристика слова, она высвечивается в какой-то области, можно сделать ее более интенсивной, тогда слово вообще не надо трогать. Тогда идет управление, не связанное с самим словом, но идет от конкретного слова. Вот как делает Бог, как Он создает нейтральную вообще информацию. Ведь нейтральная информация для Бога — это тоже элемент создания, ее надо как-то уметь создать. Это мы как бы считаем, что с точки зрения управления, значит, ну, кстати, не только, как получается, люди, вообще вот элементы управления, которые ну, более приближены к людям, да, в пространстве времени, они как, ну, имеют некую интегральную такую систему восприятия, что есть информация какая-то, что-то выражающее, а вот нейтральная информация — это вопрос стоит достаточно, ну, как бы редко вот в управлении, потому что информация, которая ничего не обозначает, куда можно как бы любую систему вложить и ее построить. Но здесь получается, что вот именно вот эта нейтральная информация — это тоже фактор построения для Бога. И когда мы в системе некой внешней реакции смотрим, как, например, там Бог делает ну, структуру обратной реакции, то есть как Он делает информацию нейтральной, да, для начала хотя бы. То есть если иметь, например, какую-то ну, как бы полусферу, что ли, некую, как даже в виде тонкой границы, как некую пленочку, которая нейтральна, то любая другая информация внешняя, она, в общем-то, если не преодолевает эту пленку, как бы не прогибает, условно пленку, да, так как бы светящаяся область некой нейтральной среды, то получается, что нейтральная среда разделяет функционально проблему. Вот одна проблема, некая вот спокойная система, и нейтральность нужна, чтобы определить координаты какой-либо системы, получается. То есть нейтральная система — это как бы переход по логике. В быстродействующих системах это переход с одного понятия в другое. Вот есть решение проблемы, а есть то, что мешает. Да? Или есть какая-то нарастающая или там существующая проблема, и нужно ее решить. Вот тогда получается, что все равно граничным уровнем реагентности, как бы первая волна восприятия, все равно это уровень нейтральности. Сначала надо систему осознать. Следовательно, система восприятия человека в большей степени построена из системы, ну, как бы нейтральной такой информации, где как раз-таки идет дифференцирование объекта. То есть, если нейтральной информации нет, то и нет дифференцирования, получается. Мы четко не рассматриваем функции тогда, или мы это как бы не хотим сделать. Да? Этим мы выражаем, что мы не хотим дифференцировать объект. И так же, как делает Бог, Он из нейтральной системы, как бы нейтральной, да, создает всю структуру. То есть в ядре каждой системы находится некий нейтральный источник, который не информирован, получается. По большому счету, чем далее
находится система от центра действия, тем она более информирована. И вот одна из задач управления в этом случае тоже адаптации каким-то, может быть, экстремальным или даже, может быть, статичным системам в данном случае уже, это есть, значит, работа над следственными системами. Вот в ядре находится некая нейтральная информация, и она наиболее плотная, наиболее интенсивная. В принципе, она ничего из себя не представляет. Да? Если мы работаем над смыслом слова, да, просто над свечением слова, то само же слово может быть очень четко фиксировано, а работа над его оптическим выражением, как бы там, сколько над ним не работает, как бы, да, вот, с этим уровнем управления, все равно слово-то фиксирует форму. И для разных типов восприятия оно несет универсальное какое-то свойство в мире. Получается, что если мы коллективное сознание рассмотрим как совокупность, там, например, словесной фазы, да, означающей некий контур реальности, который воспринимается людьми, и рассмотрим, как, например, Бог смотрит на это слово, как вообще он воспринимает. Если вот поставить вопрос, как Бог воспринимает слово людей, например, да? Он же видит, что думает каждый человек про конкретное слово, да, как он его воспринимает. И если мы начинаем воспринимать это, то получается опять нейтральный уровень информации, то есть с точки зрения логики, вот, что есть там здравый смысл в реакции на реальность. Это умение просто обычным образом реагировать. Там, например, есть возможность ядерной глобальной войны, значит, надо реагировать, сделать так, чтобы не было. То есть это обычный уровень, обычный уровень там, здравомыслия, что ли, скажем. Здесь ничего такого особенного нет. Есть ситуация, надо ее решать. И получается, что мы же реагируем, когда ситуация проявлена через некий вот такой, нейтральный, что ли, уровень, который как бы локализует реальность, то есть делает ее автономной. И вот когда мы начинаем думать, почему тогда Бог вот не сделал там для себя бесконечную реальность, да, и все, например, с точки зрения, сделал бы он, например, там, людей, да, бесконечной форме выражен. Но получается, что именно локализация дает возможность управления, то есть именно выявление формы. Да? Есть форма человек, а он может думать, ходить, все что угодно делать, в принципе. И получается, что исходя из этого, так же, как есть слово, да, и изначальный фактор слова — это приближенное действие к форме, а мы можем и работать и со светотенью, там, и с акцентацией слова и так далее. То же самое мы можем рассмотреть, насколько человек объединен с понятием слова все-таки. Вот что означает данное слово? Как сделать так, чтобы не сконцентрировать прогноз, его не сделать объективизированным для себя. То есть есть некая отрицательная информация, да, возможно, или та, которая не нужна. Не обязательно она там радикально отрицательная. Просто вы делаете управление, вам не нужно зафиксировать прогноз какой-то там отрицательный, а вам нужно, чтобы слова, которые означают данный прогноз, не установились в фазе коллективного сознания. Это опять адаптивная функция вашего управления. Вы адаптируетесь к среде заранее, не давая этой среде реализоваться в отрицательном статусе. То есть вы не формируете словесный контекст. Как там, где проходит Бог, там всегда свободно, ясно, там всегда просто. Да? Вы должны успеть сделать так, как делает Бог, до формирования словесной фазы. И тогда получается, что вы как бы постоянно держите управление на уровне собственной задачи. И вот основная задача управления, как раз таки в данном случае, именно адаптивно, вы адаптировались один раз к внешней среде, и все. И вы в этом управлении какую-то структуру держите какое-то время. Да? Но если задача, например, существует, если она, например, не реализована, тогда получается, что вы продолжаете дальше совершать управление. То есть управление должно наращиваться и, в принципе, до того момента, пока он уже не нужно. Там, вот, меняется задача, да, меняется структура управления. Какое-то происходит следующее событие, следующая система управления сразу же откуда-то появляется. Там, предположим, проявляется как звуковая форма, значит, управление имеет одну конфигурацию. Да? И управление как бы возникает в виде концентрации внешней среды. То человек начинает наблюдать, что внешняя среда реагентна к его уровню реакции. То есть она как бы сама, получается, конфигурируется в зависимости от того, что происходит вокруг даже.
То есть среда обладает свойством реакции на внешнюю систему по отношению к человеку. То есть есть система, которая близка к человеку, и она ему, например, помогает, да? Это фракция коллективного сознания, направленная именно на бесконечное развитие, это всегда есть помощь коллективная. Но есть там помощь, предположим, там, святых, прогрессивных личностей, есть помощь души, там разные какие-то вот системы помощи, явные или неявные, или просто там человек познал мир и умеет управлять реальностью. Но есть еще некое сокровенное такое понятие, например, мы можем рассмотреть такую систему познания, как, например, там, душа мира. Вот есть там мир, и что для мира сопоставимо с душой. То есть есть Бог, понятно, там есть обычный человек, имеющий обычную душу, значит, но просто он Бог. Значит, а вот что есть душа мира, вот, что сопоставимо с этим понятием. И как только мы начинаем как бы структуру увеличивать в управлении, то изначально все равно Бог, конечно, сохраняется. Дальше мы видим, что душа, или то, что соответствует понятию души, именно всего мира, это есть структура, которая очень реагирует на человека. Это наиболее близкая структура человеку в плане вот познания мира. То есть она также реагентна, как человек на глубоком чувственном уровне. Ведь чувственный уровень, он тоже, чем дальше от человека, тем более он управляем, как следственная система. И если мы посмотрим, например, на управление дальше, то получается, что такое понятие, как, скажем, душа мира, да, или можно, в принципе, ввести понятие совесть мира, но получается, что совесть — это все-таки коллективная структура, и понятие макросовести — это достаточно нейтральное понятие для одной личности. Вот есть совесть там лично одного человека, но когда много, то получается как бы уровень некого такого адаптивного опять свойства, то есть совесть как адаптивное понятие к человеку, то есть направлено на жизнь человека, по сути. Совесть — это функциональная структура в этом случае. И когда вот именно все сразу там имеют какую-то обобщенную совесть, да, достаточно как бы не обычный, что ли, уровень ответственности. Ведь отвечает лично каждый. Если мы имеем общую совесть, она выходит в признаки морали, там, этики, и получается, что это уже надстройка над совестью, как таковое. Да? То есть носителем является один, как все-таки все равно конкретный человек. И когда мы смотрим на духовное развитие, что есть там дух общества, да? Это понятно. Дух, кстати, понятен сразу. Там духовное развитие общества там, или цивилизации, именно в бесконечном развитии. Получается, что в структуре именно вечного развития, значит, мы должны уметь переводить одно понятие, да, в другое, но не все подряд, там, а хотя бы те, которые в данный момент нам нужны, хотя по большому счету мы должны уметь преобразовывать одно понятие в другое, в принципе, любое. На уровне управления мы должны уметь видеть системы перехода там, с понятия совесть там, в понятие там, действия души, например. Вообще уметь переводить разные понятия на уровне управления. Тогда получается, что когда мы обладаем задачей некого вот именно универсального уровня, то вот эта вот внешняя среда, да, какая бы она ни была, она попадает в структуру, похожую на ту, с которой стал человек, когда видит весь макромир. То есть ведь душа мира сопоставима с тем, что душа человека — это личностный признак, это явный признак, это душа реальная, а душа всего мира — это как бы вот внешнее отражение на душу человека. И когда мы можем переводить во внешней среде любое явление в любое другое, то внешняя среда, она уже не может быть опасной фактически. То есть она, получается, что если ею как бы управлять очень быстро, как бы заранее, да, хотя бы, значит, если бы человек там уделял больше внимания и начинал бы управлять заранее, то получается, он бы всегда смог выходить из ситуации на уровне управляющего, значит, действия и всегда держать под управлением, такие задачи, например, как вечное развитие, только из-за позиции тех, что вот он рассматривает, что так же, как душа его воспринимает мир, так же и мир воспринимает его, то, что называется, например, там, душой мира, да, в контексте, некое даже не зеркальное, как бы управляющее отображение, похоже на геометрические фигуры просто. Отсюда идет свет концентрация, как некий конус, а там
внешняя среда. И вот там, где идет преломление этого света, некое сужение конуса, так скажем, это есть управляющая точка, которая понятна и той, и другой стороне одинаково. Нейтральная точка. Точка Бога фактически, значит, в бесконечном действии. То есть бесконечное действие Бога — это нейтральная величина в данном случае. Вот мы берем и говорим, что действие Бога бесконечно. Ну хорошо, что тогда конкретно? Бесконечное действие — это нейтральная величина. То есть чем больше мы охватываем элемент, тем более нейтрализуем систему. Значит, следующий аксиом получается, ну да, некий постулат даже, который получается из аксиомы, что чем мы больше событий одновременно рассматриваем, восприятие, тем мы локализуем больше систем, делаем ее более концентрированной, более управляемой в центре события. То есть нам достаточно тогда найти центр события. Что это? Если это некое, ну, например, там какое-то воздействие там, в виде каких-то веществ, например, надо найти, что там центр какой-то, предположим, ядра. Там. Если это структура в виде там, ну, некого заболевания у человека, тогда надо посмотреть, значит, во-первых, относится ли эта структура к нему, то есть ведь есть признаки, да, но человек может быть, кстати, здоровым, то есть он может чувствовать себя там неблагоприятно, но реально он, например, там не может заболеть, то есть надо посмотреть, что вообще возле него находится, как он вообще получил эту информацию, то есть его ли как бы вообще она, то есть с ним ли связано, или он просто воспринимает сигнал. То есть здесь вот можно еще дифференцировать систему. Если это, ну, например, там, экологически вредное воздействие, радиационное там, или какое-то из веществ, то здесь очень просто рассмотреть структуру, ну, как бы своеобразной адаптации, в каком плане. Человек неизменяемый уровень, так же, как, например, Бог, он имеет всегда одно и то же тело, и он не изменяется как вид, да, как человек, скажем. Он не мутирует, он не подвержен там, изменению времени. Человек также должен действовать, то есть он не должен позволить там некой негативной среде себя как-то там видоизменить. Получается, что он должен найти там центр, например, там ядро или там какую-то молекулу. И только из управления этой средой всю макросистему реструктурировать. То есть здесь уже идет локальный уровень управления в случае, если он, например, не может заболеть человек, но чувствует себя как бы неблагоприятно, посмотреть, с чем связан этот элемент восприятия, почему он это воспринимает, то есть где-то, значит, внешняя граница этого мира, как бы она прогибается, и он больше ловит сигнал. То есть вот надо, кстати, можно находить такие характеристики у людей, что, например, человек не может заболеть, он не может попасть в неблагоприятную, ну, как бы крайнюю какую-то ситуацию, он, ну, собственно говоря, всегда имеет некую норму, но если вдруг возле него что-то начинает происходить, то надо проанализировать, может быть, просто он воспринимает так систему, да, а реально он находится в более, ну, лучшем, что ли, состоянии с точки зрения всех объектов мира. И, кстати, это один из принципов тоже восстановления человека, здоровья человека или там его дел, умение выработать ту позицию, что мы находим более как бы эффективные системы его личного взаимодействия с какой-то внешней средой, там, сегментом внешней среды, где вот, скажем, расписано или имеется информация, ну, условно расписано, так скажем, в кавычках, или там, можно и на бумаге, конечно, но должно быть конкретно расписано. Вот здесь есть такие принципиальные вещи, что там, например, напишет, он практически здоров, да, если он имел какую-то раньше проблему, или же он решил какие-то дела, или это есть просто ваше управление. Вот когда вы завязываете свет, как вот оптический вот этот свет некой диагностики внешнего мира, идущий от человека с положительными системами внешними, то у него и формируется такая соответствующая среда, потому что здесь же ведь, с одной стороны, может и не быть необходимости скоростного управления, потому что получается, что человек, в общем-то, по логике, он, ну, так делает управление от себя, что если он, например, дает импульс управления в какую-то среду, не обязательно, что среда как бы контролируется кем-то, да, или импульс видоизменяется. Это, естественно, не всегда так. Часто бывает, что есть импульс управления, и он реализовывается, практически не получая помех. И вот когда мы начинаем отслеживать, как вот достаточно вот этот интересный такой момент, как вообще возникает структура такого управления, да, то возникает логический фактор. Вот душа человека сразу же
вводит логику, значит, вперед, и возникает мысль, ну хорошо, сейчас все прошло как бы гладко, нет проблем, но ведь логически могут быть другие задачи. Логически получается, что человек может вполне иметь какие-то третьи там, системы влияния там, и так далее. Вот человек начинает сам себе часто придумывать систему управления, и здесь главное выявить тогда, для чего нужно ему, человеку, в этот момент какие-то лишние как бы, себе сложности организовывать. То есть ну, достаточно такая частая точка зрения, что там ничего без труда не дается, надо постоянно как бы работать, и все время только тогда вот в определенном случае там возникает управляющий контекст более системный, скажем, да, более радикальный для вашей задачи. Ну, во-первых, это с точки зрения макроспасения вообще не так, потому что надо уметь спасать независимо от того, есть у него упорство человека, нет, или он там спит, или разговаривает, что угодно он делает, он должен все равно спасти. То есть есть необходимость вырабатывать вот этот светоимпульсный уровень в любое время, там, в любом что ли, уровне действия, в любом состоянии. Получается, что здесь больше возникает именно системного признака. Вот если рассмотреть действие Бога, Он создал мир, и Ему нужно научить, Он создает для других людей обучающий фактор, где, кстати, все-таки разрушения нет. Человек сам, просто когда не воспринимает задачу или там ее не реализует полностью, он выходит в фазу как бы собственного мышления, и тогда нужно просто отражать мышление на уровень мышления Бога, и в этом случае будет понятно, что будет нужно делать, то есть меньше ошибок, да, совершает человек. С точки зрения Бога, человек же всегда свободен, у него нет понятия в моральном, что ли, или внутреннем принципе понятия ошибки, то есть это его личный путь всегда, человек. Вот с точки зрения Бога человек, он не ошибается, он просто выбирает и делает что-то конкретное. И получается, вот, чтобы правильно выбирать, он должен что-то, ну, как бы вот дифференцировать, да, конкретно, вот, что делать в каждый момент. То есть, ведь человек отвечает за все поступки, но с точки зрения вечного развития он должен отвечать следующим развитием. Вот сейчас такая реальность, что он не должен, там, например, наказываться, вот, как бы, так, что это бы замедлило его там, развитие в сторону вечности. Он не должен вообще, например, умирать. Получается, что тогда в этом случае является ошибкой. То есть в этом случае как раз-таки следующая система познания фактически, то есть, которая ну, значит, уже содержит решение, как бы компенсирует то, что возможно называлось как ошибка, или с точки зрения там, текущей логики восприятия. И получается, что вот это просто выработка следующего уровня. То есть для Бога это передача знаний, которые, например, выражены в каких-то действиях, сопоставительных действиях. И вот чем точнее человек научится сопоставлять, зачем ему нужно иметь какую-то проблему, чтобы что, научиться, ну, есть сигнал из будущего, но можно научиться делать так, чтобы движения были менее, как бы, по амплитуде, что ли, световой разбросаны. То есть стараться проходить управление спокойнее, да, как бы несколько с более как бы контролируемым уровнем, что ли, действия именно вот в амплитуде световой. Тогда вот еще один элемент решения в адаптивных, что ли, системах управления, где вы адаптированы, то есть спокойнее. Адаптация — это значит, вы смогли выработать в данном случае какие-то ресурсы, реакции, да, взаимодействия, и спокойно уже идете своей дорогой как бы дальше. А эти выработанные системы, они реагируют в нужный момент и, собственно говоря, вас никак не склоняют с пути. И вот здесь возникает уже такой достаточно радикальный там, целевой уровень управления, что идущий уже сигнал от системы, как бы, да, некой такой там ненужной вам или агрессивной системы, он уже тогда содержит структуру решения вопроса. Обратите внимание, что он начинает как бы вам, ну так скажем, помогать решать проблему с точки зрения ее именно гармоничного, радикального решения. То есть вот здесь вот такая необычная функция появляется внешнего пространства, управления в этом случае, что некая, как бы, ну, в том числе даже агрессивная или там негативная среда несет функции саморегулирования. Да? Логически это понятно, как только вы проявляете силовой фактор управления, в данном случае это все-таки силовой фактор для внешней среды, потому что вы все равно
получается, делаете управление, вы все равно движетесь к своей цели, а вот эти как бы структуры некие, которым пытаются или там видоизменить, или сбить управление, или преуменьшить скорость вашего развития, именно там, например, там, в макросозидании, они начинают отклоняться, но они же все-таки дифференцируют систему как то, что у вас как бы все-таки силовой идет уровень, вы все время двигаетесь вперед. И тогда они начинают видоизменяться и начинают посылать сигнал по саморегулированию. То есть, что нужно сделать по отношению к ним. Вот здесь надо быть внимательнее, потому что есть, в этих системах заложена любая структура, включая там некую хитрость, да, что якобы они идут на регулирование. Я говорю, в общем, сейчас просто о системных уровнях информации, хотя это свойственно там людям, там, злоумышленникам и так далее. И когда вы начинаете распознавать сигнал, то здесь важно все-таки его экранировать, то есть не дать ему возможности быть управляющим сигналом, хотя этот сигнал как бы несет как будто бы функции некой даже помощи. Здесь важно, что любая структура, которая воспринимается как внешняя в данном случае, если есть агрессивный контекст, она должна быть все равно управляема вами. То есть даже позитивный, казалось бы, сигнал по структуре некой помощи самовыправлению нельзя брать как структуру, которую вы хотите исполнить, да, или исполняете. Вы должны все равно навязывать свой сигнал. То есть свою систему управления. Неважно, даже если прогнозная фаза у этой системы оптимальная. То есть имеется в виду, что любая, агрессивная или там, та ситуация, к которой приходится применять адаптивные функции, она такова, что вам придется применять функции постоянно к ней. То есть здесь же просто решается вопрос, вам надо адаптироваться, все идет нормально, тогда нет проблем, тогда все сбалансировано. Но если приходится именно функция адаптации с точки зрения там, выработки системных свойств, то вы должны дальше все-таки системе несколько даже, навязывать там, или продолжать свое управление. И вот здесь не то, что там навязывание, все равно система свободно должна принять ваш уровень управления. Навязать, по сути, все равно так реально ничего нельзя, только если система примет этот уровень. Тогда надо этот сигнал просто обратить. Раз вы начинаете использовать сигнал, вы просто его берете, как механически переворачиваете своей стороной, при этом говорите, что в управлении, что ли, так скажем, условно говорите, или просто делаете это. Естественно, лучше не использовать в данном случае слова, просто работать с цветооптики. И вот идет фронт управления, берете, вкладываете с тыльной стороны свое управление, это выглядит как некая плоская, такая конструкция, ближе к кругу, и вы просто берете, переворачиваете со своим уровнем управления. То есть есть ваши задачи, система их воспринимает, и вы переворачиваете и отсылаете обратно. То есть вы не теряете управление вообще никак. Когда вы начинаете видеть, что система, например, начинает реагировать на такую структуру, то, в принципе, как правило, задачи истончаются, по крайней мере, на данный период. И система выравнивается в фоновый уровень. То есть, фактически, воздействия не было, отрицательного воздействия не было. Вы садаптировались, фактически не путем некой адаптации под систему, а наоборот, вы садаптировались как? Что вы выработали механизм управления, и поэтому в структуре адаптации важно всегда вводить следующий смысл, что адаптация — это значит, управляете вы. Вы не приноравливаетесь, вы не подстраиваетесь под систему, а вы просто-навсего успеваете свои механизмы управления выставить, и это называется адаптацией. Но вы держите управление над системой в любом случае. И тогда независимо от того, какой уровень системы, какая она сложная, сверхсложная, или какая-то прогрессивная, развитая, не суть важно, вы все время вводите свое управление. Потому что ведь здесь принцип такой, если вы сумели выявить структуру у человека, что человек не может заболеть, например, он все время здоров, но могут быть какие-то внешние ситуации, и тогда получается принцип адаптации, то есть управление в любом случае все равно нужен, человеку. То есть, во-первых, он, в принципе, нужен человеку, который может иметь заболевание, тогда он должен взять контроль и реструктурировать информацию о заболевании. И получается, что он
в данном случае, в принципе, значит, не может утерять уровень управления до тех пор, пока он там не излечен, да, например. Или он не хочет там болеть, или там как-то быть в болезненном состоянии, тогда он должен будущие ситуации выправлять. А ведь с точки зрения технологии вечного развития все равно стоит задача, ну, фактически она как радикальная выглядит, да, но часто это частная задача, то есть в конкретном случае человек должен быть здоров. И когда, например, он значит, эту задачу начинает выполнять с точки зрения именно вечного развития, то получается, что любой вот всплеск какой-то, да, он воспринимается как некий нонсенс, там, человек, например, нацелен на вечное развитие, вдруг он имеет какое-то заболевание, или какое-то произошло действие, ну, там, неблагоприятное, или вообще то, которое отвлекает от основной задачи, значит, ну, которое бы не воспринимается человеком, например, как негативное, и которое не хотелось бы, чтобы оно произошло. С точки зрения вечного развития, когда человек начинает видеть свои перспективы, там, бесконечности, это, конечно, всегда вызывает вопрос, почему такой уровень событий, ну, вот так вот проявляется, вообще как регулировать данный процесс. Потому что с точки зрения вечного развития нормированность должна, в принципе, наступать лучше всего заранее. Или, по крайней мере, это должен быть процесс достаточно сбалансированный. Ну, представьте, вот вечное развитие, человек должен уметь такое колоссальное количество ситуаций преодолевать, а здесь ни с того ни с сего, там, как бы, да, иногда восприятие человека, хотя всегда можно проследить, откуда что взялось реально, возникает какая-то проблема. Получается, что надо, естественно, узреть, да, корень проблемы как таковой и его все равно решать. То есть все равно, пока мы не решим там свои задачи, какие-то текущие, там, долгосрочные, локальные, частные, там, или задачи там, по спасению мира, но лично свои, то получается, что все равно мы вынуждены, ну, все равно будем решать. То есть мы решаем в том числе и частные задачи. И когда мы, например, видим, что частные задачи аккумулированы как средство познания, вот опять же, к точке зрения Бога, что адаптированы как бы к человеку уже мир, это есть уровень познания человеком этого мира. То есть адаптация заключается в том, что человек рассматривает свое, например, будущее развитие как задачу, ну, в общем-то, именно в бесконечном развитии, как уже свою личную задачу и вкладывает уже свой ресурс, только вот свою. Вот здесь есть такой уровень, что он, в общем-то, выводит задачу как только свою. И вот тогда он начинает взаимодействовать со всем внешним миром, тогда он начинает видеть вот, ну, в реальном уровне, там, что он должен сделать сейчас, это, в общем-то, воспринимается как некая работа там, и так далее. И тогда уже возникает такой уровень, что значит, здесь вот этот, ну, как бы некий такой человеческий, да, обычный уровень выводится на уровень бесконечного развития. То есть технолог, который уже вечно умеет развиваться, по моему учению, по моей системе управления, он попадает в структуру обычного бытового восприятия за счет того, что вот этот макросвет, бесконечность, начинает его переводить в структуру именно, ну, как бы обычного, что ли, толка, что человек не должен там болеть, он тянет на себе всю структуру, в общем-то, внешнего как бы мира, да, управления, и этот мир проявлен тем, что он вызывает такое давление, что, ну, человек должен работать, там, может быть, там, усталость и так далее. И вот этот вот уровень, он такой, что становится понятно, почему люди там, например, устают. То есть почему они воспринимают какие-то элементы совершенно бытовые, как бы, да, с точки зрения именно вечного развития. И только когда мы рассматриваем вечное развитие, тогда мы видим, почему реально они устают. Вот когда вот этот огромный свет, да, бесконечных событий начинает упираться в некие проблемы, которые как бы не решаются, или сложно решаются, или вообще возникают, то вот здесь логика начинает работать очень быстро, ведь, по сути, человек в большей степени реагирует на структуру собственного мышления. Даже вот логически, куда он пошел, там, что он сделал, или просто промыслил. И, ну, то есть от физического уровня, да, самоуправления до каких-то информационных систем управления. Получается, что здесь важно рассмотреть, что, ну, например, там, мышление человека или там, действия человека это такие системы, где тоже, ну, вопрос именно давления как бы бесконечного света на эти системы
этот вопрос определенным образом регулируется человеком, то есть подконтрольно ему. Вот уже личности в чистом виде, личность человека. Мы выделили сейчас личность в чистом виде, тогда адаптация бесконечна. Как только мы видим Бога, то получается у Бога бесконечная адаптация. Он в естественном состоянии уже адаптирован, да, он уже управляет, он уже в норме находится. И то же самое, мы пришли к личности, которая контролирует структуру собственного мышления. Тогда получается, чем она? Вот просто мышление и личность неотделимо получается. Это единый уровень, который сопоставим с уровнем действия Бога, с уровнем фактически мышления и действия Бога, где душа Бога, мышление Бога, там реальность, вообще говоря, которая отсюда возникает, это единый уровень. У Бога мышление — это уже реальность. Он подумал, человек есть. Да? Он подумал про дерево, там есть мир, он есть, потому что в этот момент он продумал. И с этой точки зрения, почему мир вечен? Потому что Бог уже продумал, мы уже здесь находимся. Да? Получается, что с этой точки зрения ясно, что мир вечен, вечный Бог продумал, и получилась вот эта вот вечная конструкция вечного мира. И вот с точки зрения этого управления, которое сейчас я вам показал, вам нужно в практике именно войти вот в это состояние, в эту позицию управления, когда именно вы четко выявили собственную личность и восприняли, как Бог там сделал реальность, значит, и тогда именно функция адаптирования — это есть состояние личности, а там уже любые скорости преодолимы внешние. То есть личность решающая, да, личность действующая, и у личности все получается, потому что личность — это и есть в том числе то, что выходит в бесконечный мир. И бесконечный мир, мы тогда управляем. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.